Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие симпатичные тыковки. Снимаю с самого раннего утра, очень извиняюсь, если какой-то шум, съемка происходит на улице, так как позже у меня времени не будет, надо будет собираться на самолет. Ну что ж, если вам интересно, приступим. Для сегодняшней работы нам, конечно же, понадобится бархат, наполнитель. У меня это старая подушка, проволока. У меня это синильная проволока, я ее постригла, потому что другой у меня просто не было. И вот такая тонкая лента для вот завитушек. И, конечно, нам понадобятся листья. Листья у меня готовые. Вчера я нашла магазинчик, где все продается для Хэллоуина. И вот там как раз эти листики. Ну, конечно, ножницы, клей, нитки и остальное по ходу работы. Начинаем работу с того, что нам нужен круг из ткани. Я буду использовать уже знакомую пластиковую тарелку. И вы уже видели разного диаметра у меня тыквы. Сегодня я буду шить тыкву 23 сантиметра диаметр. Я укладываю свою тарелку, обрисовываю и вырезаю. Моя заготовка готова. Берем нитку с иголкой. Лучше брать в 2 сложения, чтобы закрепить узелок. И примерно на расстоянии полсантиметра от края продеваю и вот таким образом закрепляю нитку. И теперь просто прошиваем также на расстоянии полсантиметра от края и делаем стежки примерно 5 миллиметров. И прошиваем по всему диаметру, собираем на нить. Ничего сложного. Моя заготовка собрана на нить, и теперь наполняем. Конечно, лучше нить подобрать по цвету, но так как у меня нету, вот вы видите, у меня все прошито одной ниткой. Я прилечу домой и покрашу все это фломастером, может быть, даже затемню, будет такой более натуральный вид. И продолжаем забивать заготовку. И когда уже вроде бы все набито, мы берем также немного и подсовываем вот как бы под края, чтобы затем, когда мы затянули, вот у нас была тыква вот такая пушистая, не плоская, мы иголочкой будем подтягивать все это потом наверх. И забиваем еще. Достаточно много уходит. Ну, так как это старая подушка, мне ее не жалко. И забиваем все. Теперь мы все хорошенечко затягиваем. Удерживаем пальчиком, потому что нитка будет пытаться убежать. И несколько раз надо прошить и закрепить все края. Все удерживаем. Лучше, конечно, взять иголочку побольше. Но так как у меня все, что есть, показываю вам, как есть. Нам надо все затянуть и закрепить. Сделаем закрепку небольшую и продолжим еще немного, чтобы все закрепить, чтобы не было у нас отверстия видно. Все прошиваем и закрепляем. Вот что у меня получилось. В зависимости от того, как тянется бархат, как бы не получится круглая. Но я не видела идеальных тыков круглых. И теперь беру иголку и примерно метр двойной нитки. Лучше взять иголку побольше, как я говорила уже. И закрепляем нитку. Обязательно ее закрепить, чтобы она случайно не проскочила. Так, ниточка запуталась чуть-чуть. Сейчас мы ее распутаем.
теперь, когда у нас нитка закреплена, я беру иголочку, и мне надо проткнуть насквозь. Вот сейчас я буду ловить серединку. Во, и практически попала. Так как у меня иголочка маленькая, я воспользуюсь плоскогубцами. Следим за тем, чтобы нитка не запуталась. Как я уже говорила, лучше брать по цвету. И теперь от середины делаем вот такие перетяжки. Придерживаем пальчиком и снова иголочку в середину. Так, тут надо быть аккуратно, чтобы не уколоться. Так. Ну вот, практически попала в середину. Снова вытаскиваем ниточку. И, как всегда, нитка начинает путаться. Так, располагаем еще раз. Вот, мы затянули. Теперь делаем утяжку напротив. Также придерживаем. И снова пытаемся попасть в серединку. Так. Не попала. Сейчас попаду в серединку и вернусь. Вот я попала в серединку. Сейчас еще немного утяну и первую, и вторую. Так как неудобная иголочка маленькая, надо все дотягивать. И теперь делаем вот эти утяжки. Сейчас уже легче будет. Снова иголочку. И снова пытаемся в серединку попасть. Следующую утяжку. Теперь я каждую четвертинку делю еще на 2 части. Тут не обязательно должно быть все ровно. Как я уже говорила, идеальных тыкв я не видела, круглых, поэтому и вот что у нас получается. Пытаемся обязательно в серединку попасть. Уже напоминает тыкву. Так. И теперь несколько раз прошьем туда-сюда. Чтобы закрепить все. Вот что у нас получается. Теперь выводим иголочку в серединку и закрепляем нитку. Во, какая красота у нас получается. Так, и постараемся сделать узелок. Вот, подрезаем ниточку и сейчас будем действовать дальше. Ну и чтобы наша тыква смотрелась более натурально, не была плоской, берем иголочку и вот так вот поднимаем заполнитель. И вы видите, как она приобретает красивую форму. Вот. Сейчас сделаем завитушку. Как я уже говорила, у меня это синильная проволока. Я ее просто постригла. Если у вас есть простая, очень хорошо. У меня ее не было. И беру обыкновенную ленту. Конечно, если бы я была дома, я бы нашла что-нибудь получше, но нету. Поэтому делаю из того, что есть. И просто обкручиваю. Время от времени немного подклеиваю. Лишний клей убираем.
И подкручиваем на нужную нам длину. Уголки можно немножко поджечь. И теперь беру простой карандаш, что-то круглое, и вот так вот. И вот у нас получается завитушка. Сделаем хвостик для тыквы. Я просто складываю ткань. У меня просто под рукой нету ничего. И отрезаю такой вот хвостик. Беру иголочку и прошиваю. Можно любыми стежками прошить. И прошиваю до уголка. Хвостик я прошила, и теперь его выворачиваю. И заполню наполнителем. Равномерно распределяя. Ну вот, так увлеклась работой, что тыкву, которую размер я вам показывала, уже украсила. Поэтому украшу тыкву поменьше. И беру хвостик, и, конечно, все надо затянуть его. Тут его просто прошиваем. В любом. Главное зацепить все края. Закрепляем. И хвостик у нас готов. Делаем закрепку. И теперь подбираем листики. У меня тут много всяких листиков. И, конечно, все надо по размеру подобрать, чтобы все подходило. Эти листики очень натурально смотрятся. Я вчера, когда их увидела, сразу схватила. Так, берем одну завитушку, также подклеиваем. Здесь уже можно действовать, как ваша фантазия вам позволит. Наносим клей и подклеиваем. Чтобы не обжечься, я воспользуюсь плоскогубцами. Даю закрепиться и подбираю еще несколько листиков. Так, иголочку убираем. Вот сюда мне подойдет вот этот листик. Он просто сюда просится. Вот так вот. Ну, думаю, на эту маленькую тыковку хватит. Наносим клей в середину и подклеиваем серединку, хвостик. Возможно, не совсем по цвету подходит, но это все, что у меня было под рукой. Даем закрепиться. И вот что у меня получается. Посмотрите, какие симпатичные тыковки. Сейчас я доделаю все остальные и вернусь к вам. Ну вот, я закончила свою композицию, и вы посмотрите, какая красота получилась. По-моему, это самые красивые тыковки на просторах интернета. И это не потому, что они мои, а потому, что они очень красивые. Надеюсь, вам мое видео сегодня понравилось и было полезным. И, конечно, кто-то для себя найдет новую идею. А на сегодня все. Не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. До новых встреч! Уже встретимся дома. Пока-пока!